Today is April 12th, 2024. We are interviewing Ilya Malamud at Northbrook, Illinois. The interview will be in Russian, and he will be interviewed by me, Anna Gurevich. Здравствуйте еще раз. Большое спасибо, что вы согласились с нами побеседовать. Ну и давайте начнем с того, что вы представитесь, как вас зовут, когда вы родились и где. Илья Маламуд. Родился я в Киеве 11 августа 1935 года. Так что на начало войны мне было почти 6 лет. Понятно. А как вас назвали при рождении? При рождении меня назвали Илья. А отчество? Гдалевич. Отец был Гдалий. Ага. Поскольку его отца, то есть моего деда, покойного, звали Ихил, и так они назвали меня Илья по первой букве. Понятно. То есть Ихил, а теперь Илья. Ну, не теперь, а когда я сразу родился. А расскажите немножечко про семью, в которой вы росли. Были ли там какие-то еврейские традиции или праздники? Как вы можете, что вы можете вспомнить или, может быть, вам рассказывали про то, как вы росли до войны? Я родился в очень бедной еврейской семье. А мой отец женился, ему было, по-моему, им было по 19 лет. Он был последний ребенок в семье своей. Вот. И рос он практически без родителей. А как его звали? Гдаль Ихилевич. А когда он родился примерно и где, вы помните? Он родился в Винницкой области. Там такое местечко по Дашев назывался. Вот. Так что он рос практически без родителей. А что он рассказывал о том, как он рос в семье? Очень не любил рассказывать. Ну, там ходил в хедер и, в общем, особенно он не рассказывал, и некогда было рассказывать. Вот. Так что особенно я знаю, что у него сестры, один брат у него был старше, как будто он, так сказать, возглавил уже после родителей весь это, всю эту мышпуху. А про маму расскажите, как ее звали, где она родилась и когда? Она тоже родилась в Винницкой области. Местечко называлось Гайсин. Это, очевидно, они были там по соседству. Вот она родилась в сентябре 1904 года. Тоже была бедная семья, очень бедная. 2 брата и 2 сестры у нее было. И были еще брат и сестра от первого брака моего дедушки. Его первая жена умерла, вот, оставила 2 детей. Так что свои было сколько? 3 сестры, 2 брата, 5, и эти 2 7. Бедные, как церковные крысы. А как звали маму? Ее звали Сура Боруховна Драхлис. Это ее девичья фамилия. А что она рассказывала про свою семью? Лично мне особенно ничего не рассказывали. У них не было времени. Им надо было выжить. Значит, но ее братья и сестры, они переехали в Киев, они приехали в Киев, и как так они, значит, приходили, и я был с ними знаком.
Да, и более близких отношениях, чем с братьями и сестрами отца. Вот, младший брат и мамин, значит, уехал на Донбасс, работал в шахте, чтобы получить статус рабочего. Вот, и поступил в Харьковский университет на факультет физмата, который закончил то ли в 40-м, то ли в 41-м году. Вот. Ну, была история, что когда началась война, я помню, что рассказывали. Меня спрашивали, что произошло. Мне же было почти 6 лет, да? И я говорю, что вот... что ты слушаешь по радио? Я говорю, что мы с немцами включили мир, а потом они выключили, и началась война. А где вы? Вот Киев бомбили сразу же. Вот, и я с пацанами моего возраста, мы, значит, с палками стреляли по самолетам. Вот это я помню. Скажите, пожалуйста, а мама и папа где-нибудь учились? Нет, где же не могли учиться, когда закончили там это начальное. Мама сказала, что она ходила где-то в русскую школу, и там что-то крестились, она не хотела креститься, так поп ее взял за волосы и головой ударил об стенку, об стенку. Говорит, у нее пошла кровь, больше она не ходила в эту школу. Вот, особенно... А на каком языке в вашей семье говорили папа, мама между собой и с вами, с детьми? На русском говорили. Вот, и много говорили между собой на идиш. А вы понимаете идиш? Да. А какие-то праздники еврейские отмечались дома? До войны я не помню. А после войны отмечали хорошо все праздники. По возможности, конечно. Но я знаю, что на Пейсах мы ходили с мамой в центральный универмаг, центральный гастроном на Крещатике. Там продавали рыбу. И очередь была километровая. И покупали рыбу. Мама варила эту рыбу. И, в общем, все, что надо. Но это уже после войны? Это было уже еще, после войны практически. А до войны как вы жили? Бедно? Мы жили бедно. Мы, значит, там у нас было 2 комнаты, было где-то почти полуподвал, потому что я помню, что окна были почти на уровне земли. Вот. И это окно выходило к соседям, там выкопали шелтер, окоп, что ли, накрыли, и туда ходили, когда был налет. Я не помню, чтобы папа был с нами, потому что он ушел в армию сразу. Пришли 2 брата маминых. Вот, один сказал, что собирай свои шмотки, говорит, и, значит, уезжай из Киева. А тот говорит, да ты что, через 3 месяца закончится война, что это? В общем, вот так у них было разногласие, но мама, значит, решила убежать. Потом мы жили возле Днепра на Подоле, и я помню, сложили в мешки, что-то там подушку, одеяло, и мы пошли на пристань. Там стоял прогулочный катер 2-этажный.
Я не назвал свою сестру старшую. Вот давайте я как раз хотела спросить, какие у вас были еще сестры и братья? У меня одна сестра, вот, звать ее Броня. Давайте остановимся на секунду. Кат. Значит, у вас была одна сестра. Давайте про нее поговорим. Да, Когда у меня она родилась? есть одна сестра. Есть одна сестра. Она жива. Замечательно. Она родилась в сентябре 26 года, 1926 года. Зовут ее Броня. Ну, Гдалевна, конечно. Фамилия Маламуд. Ну, девичья фамилия Маламуд, а сейчас ее фамилия Гольштейн. Она сейчас живет в Израиле, в Бершеве. Ей сколько уже? 90... Сколько? 93? Нет. 99, наверное? Не 99. 26-го года. Так нам еще 98 лет почти. 98. И звонит мне раз в неделю. Прекрасно. Ну. Так вернемся в 41 год. Вы знали, что идет война? Как-то это было понятно с 39... Ну, с какого года примерно родители знали, что идет война и есть опасность войны? В 1939 году, да, началась война с Финляндией. И маминой сестры муж был призван в армию. В 1940 году или в 1941, наверное, он вернулся. Я помню, он был забинтован, голова у него была раненый, забинтованный был. Но он еще был в армии, когда началась война, и мы уже знали, что он ушел на войну. То есть знали right away. А что-то про судьбу евреев в Германии вы знали до войны? Лично я не знал. Не вы, но, может быть, родители? Я не знал, но, наверное, родители знали. Там разговоры шли, но никто не верил. Все вспоминали, что немцы были в Киеве, они хорошие люди, и, в общем, все эти сказки рассказывали, что это культурные люди. Но младший брат мамин, который после окончания университета Харьковского получил назначение в Киев на работу. Вот. Я не знаю, каким образом, но он ушел на восток пешком. Но он рассказывал много всяких интересных вещей, но это уже было после войны. Вот. Что он шел ночью, там, лесом. Значит, там, это уже после оккупации? Уже немцы были в Киеве. Он шел и там зашел в какую-то хату, попросил воды. В общем, ему хозяйка налила борщ. Он сидел и ел, и зашел немец. Вот. Но он видел, что у него гражданская, это самое, они проверяли по underwear, по нижней рубашке. Вот. И он ему сказал, яйки, а этот сказал, он, ну, в общем, он по-еврейски сказал, что минуточку, встал и пошел, как будто принести ему яйца. И огородами он убежал. Таким образом, когда он, значит, дошел до Харькова и, значит, пришел в университет, у него документов не было. Но они его встретили. Давай, мы эвакуируемся, и они его включили в эту группу, которую возила, значит, университет. И он с ними попал в Семипалатинск, такое там училище.
Вот, и заставили, то есть они его мобилизовали, и он был преподавателем, там дали ему младшего лейтенанта или какого-то, не знаю. И как он мне потом рассказывал, что он хотел отомстить, в общем, просился на фронт. Один раз он поехал, его с Москвы вернули. Но в 43-м году, или в конце 43-го года, все-таки он попал на фронт. Вот. Ну, там мама получила похоронку. Вот. И что-то она еще... А потом письмо получила. Если они не совпадали по датам, похоронка и письмо, потому что письмо было написано после похоронки. Вот оказалось, их послали в разведку. Но он уже знал по-немецки. Вот, в разведку. И, значит, они зацепили колючую проволоку, там были навешаны те консервные банки, и начали минометами они стрелять. Значит, одного убило, а второй говорит, пока темно, давай вернемся. Он сказал, что он не вернется, он будет тут погибать. Короче, тот ушел и сказал, что этих двух убили, а он остался. Поэтому пошла похоронка. А он там вернулся, получил там орден Красного Знамя, что такое вот так. Он много всяких рассказывал, почему, потому что после войны, значит, он был не женат. Вот, и он со мной проводил много времени. И рассказывал мне не только по физике, математике, больше вот он про войну и про все это состояние. Понятно. Так что я был политически подкован. А все-таки еще немножко до военного. Я понимаю, что вы были совсем маленьким и, наверное, может быть, плохо помните, что было, но, может быть, вам рассказывали. А какие-то религиозные разговоры были в семье? Ну, хотя бы традиции, праздники, что-то, когда вы были маленькие? Значит, когда мы вырвались из Киева, где-то мы ехали на машине, в общем, приехали, потом я узнал, что эта станция называлась Тихорецкая, где формировались поезда в разном направлении. Вот я помню, сильный дождь, зашли там в какую-то хату, нас не пустили, только в этом, при входе стояли. В сенях. А? Сени. Ну, наверное, да. Там люди выпивали, там это все такое. Вот. Там мама стояла, а нас завели там был Верхаус или что там, значит, все, на железнодорожной станции, там мешки, чемоданы. Вот. И лежал один дядя. Я спрашиваю, что он лежит? Там мне сестра говорит, он умер. Я говорю, как умер? Он говорит, он вот так умер, не смотри туда. Ну, я, значит, не могу понять, чего он там лежит. Вот. И там формировался поезд в Баку. И тут проходил поезд, груженный оборудованием. Но его пропустили раньше. Так мама говорит, давайте сядем на этот поезд, потому что он сейчас уходит. А сестра, уже ей было сколько, почти 15 лет. Да, говорит, что в Баку тепло. Она говорит, поехали. И мы погрузились на платформу. Если не было. В общем, там, я помню, как мы ехали. Я был укрыт снегом, снег выпал. И мы попали, значит, в Саратовскую область, в Энгельс. И с Энгельса попали в село. Это территория,
была какая-то автономная область немецкая. Немецкая автономная область. Там немцы по Волге жили со времен Петра Первого. Вот чистые домики стояли, пустые, их всех выгнали, и мы получили дом. А топить нечем было. И когда наступили холода, мы съехались с другой семьей, тоже женщины с 2 детьми, такого возраста, как мы с моей сестрой. И мы жили в этом доме, а наш дом пошел на дрова. В общем, тяжелая жизнь была в этом, тем более, что морозы не были готовы к земле. Туда приехали еще присоединенные немцы из Бессарабии. В 1940 году же присоединили. Ну, те немцы, то есть, я сказал, евреи из Бессарабии. Они, кроме и румынского, и идыша, они другого же языка не знали, между собой говорили. Я же прислушивался. Жили на полевом стане, там, значит, всякое. Вот. И меня, то есть я слушал, и я мог уже общаться. И меня платили за это полтрудодня. На трудодни там работали. А где мама работала и сестра? Куда? Ну, до войны расскажите, где они работали, папа и мама, мы не говорили об этом. Я знаю, что папа работал где-то на Крещатике. И из окна была видна колонна, которая шла на демонстрацию военную. Я помню, мы там заночевали в конторе в этой. Вот, и когда началась эта самая демонстрация, я увидел парад демонстрации. Вот это я помню. А где, ну, вот, больше. Не знаете, ни мама, ни папа. Да папа ж там работал, поэтому мы там заночевали. А мама? И мама с нами была. А где она работала? Она, по-моему, не работала. Нет, по-моему, не работала. Ну, а во время эвакуации, где она работала? Там, в этом колхозе, где нужно, там и работали. Было время, когда они вот на этом полевом стане нужно было убирать подсолнухи, вот, чтобы было чем топить. И каждому выделяли участок, норму надо было выполнить. Так моя сестра, которой уже было почти 15 лет, сказала, ей тоже дали участок. Конечно, она не могла справиться, так мама осталась с ней заканчивать ее участок, и они шли, уже было темно, и волки выли. В общем, кошмар какой-то. Это потом у мамы был, мы потом смеялись, что был один валенок, а другой был бот. Боты такие были женские. Не помните, не знаете? Знаю. Ну вот, он так застегивался. А этот валенок, что было, в общем, вот. А потом летом был случай, когда мама работала на веялке. Это такой агрегат, что они, значит, ну, вот, зерно веяли. И она набрала немного зерна. И в рукав этой фуфайки она насыпала туда. И шел председатель этого колхоза. А он был на одной ноге, он был инвалид. Вот, и он был с Украины. Вот, он с мамой говорил по-украински. И он ей говорит, я пойду тебя провожу. Она говорит, не надо, тут мне недалеко, я знаю. Да нет, я пойду. И взял ее за эту руку, где была эта самая. Так пощупал. И говорит ей, ну, это, конечно, она рассказывала, за это тебе надо расстрелять. Он говорит,
тебя расстреляют. А кто будет кормить твоих детей? Я? Так он с ним по-украински говорил. Значит так, иди высыпи, больше, чтобы этим не занималась. И забыли. Вот. Помню, ходили, нам выдали по несколько картошек, чтобы посадить весной. Нам дали такой участок. Вот. И тут уже папа приехал. Откуда? С госпиталя. Он же ушел на фронт. Я не знаю, это... Он как рассказывал, как его взяли, то есть они шли, дали им винтовки образца 1981 года, линейные такие были винтовки, 150 патронов. 1800, наверное, да? 1800, да. 97 года, по-моему, была эта винтовка. 150 патронов, и они куда-то шли. Шли, потом пришли в другое, вот, и дали другую винтовку, вот, новую вроде, и опять патроны, а с ним шел один еврей. И папа ему говорит, зачем ты старые патроны возишь? Он говорит, мне же дали. Он говорит, зачем они выбрось их? То есть винтовки все равно же нет. Он говорит, а если они меня спросят? И, в общем, они лежали в окопе, он рассказывал. И этот еврей, портной, лет 60, под 60 ему было. Они лежали, кушать хотелось. И тут он рассказывал, что заползла девочка, которая санитарка, что ли, ну, которая спросила, есть раненые? Сказали, нет, они говорят, голодные есть. Она дала им по сухарю, но говорит, больше у меня ничего нет. Вот, и уползла. А тут, она говорит, стрельба идет вокруг. Так, говорит, я этому еврею говорю, что мы будем тут лежать в окопе, идемте будем тоже стрелять. Не выползли, вот, и начали там, а он лежал вот там несколько метров от него. Говорит, я его запросила, чего ты не стреляешь? Он говорит, я не умею. Он говорит, ну давай я тебе покажу. Что он делает? Он поднимается в полный рост и несет ему винтовку. И тут же получил пулю в голову. И пуля прошла, вот тут она вошла, а там она вышла. Он залился кровью, говорит, ну я уже отвоевался, и ушел. Больше на его не видел. А снайпер, который вез, он же понял, что куда он несет так винтовку. И он начал бить по котелку. Вот, он говорит, я врос в эту землю, вот, и я потом пролежал, говорит, долго, и потом, говорит, почувствовал, что это кто-то укусил. Говорит, и пуля вошла вот сюда, возле сердца, вот, в руку. Ну, вот, я отполз в медсанбат, и там уже, значит, начал. Его возили, делали операции, что-то он называл «Великие Луки». Это где-то под Курском что-то, ну, там была страшная война. Короче, он в 43-м году вернулся, он нашел нас. А жизнь у нас была, вот то, что я говорю, что там нечего было кушать, соли не было. Вот. Ну, то, что там лука не было, ничего. Так цинга была у всех. Да? И папа нас отвез куда? К своему старшему брату. Он уже был, так сказать, старшему брату в Киргизию.
Ну, этот город Фрунзе, столица была, сейчас это Бишкек. Вот, это было 60 километров от этой столицы. Город назывался Тахмак. А мне уже было почти 8 лет. Я пошел в школу. Вот. Помню, учительница, она была седая, такая, с орденом Ленина. Писать не на чем было. Но я там долго не ходил, потому что нужно было пройти по этому селу. И там те мальчишки местные натравливали на меня собак. Вот. И один раз, значит, она убегала, она меня догоняла, в общем, и я уже перестал ходить. Вот. Но зато уже не было такого голода. А там, значит, сосед киргиз повадился к нам ходить. Ему понравилась моя сестра. Он хотел на ней жениться, и сказал, что он причинил баранов и все такое. Так, ну, думали, шутки. А это были не шутки, это было серьезно. И тогда возник вопрос, что надо удирать. Это уже был 44-й год, начало. Уже Киев взяли, отобрали Киев, и начали собираться, и мы уехали. И мы уехали. Понятно. Вот. А вот этого дядя, старшего папиного брата, у него было 3 сыновей. Старший сын Юзик. Юзик его звали. Вот. Он был артиллеристом, его забрали в армию. Средний сын, я их помню. Средний Володя был матросом Черноморского флота. Он служил в армии еще до войны. И в мае где-то он приезжал в отпуск. Я помню, они, значит, провожали мы его, и он стоял на подножке козыркой, значит, без козырка нам помахал. А младший был с ним уже тоже в Токмаке. Вот, ну, когда, значит, все еврейские праздники мы отмечали. Я даже помню, делали капуру, капурис. Вы слышите капурис? Ну, когда в жертву приносят петуха, крутят вокруг головы, капурис. Есть такая фраза, капуру, зая капуров. Я То не есть знаю. жертвенник, не знаете это еврейское? Нет. В общем, я все эти праздники, когда мы приехали в Киев, вернулись в Киев, еще Киев бомбили. Не так Киев, как Дарницу. Дарница – это узловая станция. Вот. И папа повел меня в синагогу. На Подоле была синагога. В отличие от синагоги Бродского, которая была в центре, а это для бедных людей. Бедных людей. Вот. И там, значит, отмечали, наверное, это был Йом-Кипур. Вот. Ну, там молились. И потом меня позвали на биму и дали мне выпить вина. Сколько, 9 лет мне было, да? А папа, значит, знал, как молиться, мог молиться тоже? Что? Значит, папа мог молиться, знал, как молиться? Да, он и меня научил. Я даже помню, сейчас «Мойди ане лефенеху». Это молитва говорится, когда человек просыпается. «Мойди ане», это значит «Спасибо Богу, что ты мне вернул душу». Да. Вот, и это длится 11 секунд. За это время вся эта кровеносная система идет вниз, значит, на второе положение идет. Это имеет смысл.
А когда же он вас этому учил? Еще до войны, когда вы были маленьким, или после, когда вернулся с фронта? Когда вернулся с фронта. Вот я, когда он вернулся с фронта, значит, мы через это окно ездили, ну, и, лазили в этот окоп, да? Вот мама с дочерью, с сестрой, а папа не хотел. А вы вернулись в ту же квартиру, где жили? Это была не наша квартира, это было арендованное в этом, этот дом, там дом, там это хозяин был, хозяйский дом. Но это Вот. был городской дом или Ну, что значит городской? Ну да, городского типа. Жалко, что я не мог многоквартир... найти. многоквартирный? Что? Многоквартирный? Нет, в этом доме, где мы жили, это был один дом пополам. Значит, с этой стороны жили хозяева, а с этой стороны жили мы. А с фасада был двухэтажный дом. Это все принадлежало этому хозяину. Тараненко его фамилия была. Вот у них был парень моего возраста и дочка такого, как моя сестра. Вот. Но, понимаете, это было уже на уровне земли. Вот. Но я не знаю, мы переехали в другую квартиру. Уже там была двухэтажная квартира, там был балкон, ну, никаких ни воды, ни отлива, там ничего не было. Туалет был во дворе, и там для того, чтобы зайти в туалет, там стояла палка, надо было постучать, чтобы крысы разбежались. Вот. И воду надо было оттаскать. Так что... Скажите, пожалуйста, а вот там до войны друзья отца, мамы, они были евреями или украинцами, и теми, и другими? Ну, что значит друзья? Там Ну, же кто семья была. Да. Так они же между собой, они хорошо общались между собой. То есть никого другого уже и не надо было? Никого не надо было. Потому что, вот, значит, папин старший брат вот этот вернулся, так, со своей женой и с сыном, которого тоже звали Илья. Это трое было. Вот. А старшего сына, который артиллерист, жена, его жена и их сын. Он на 2 года младше меня. Это получалось, что я был его дядя. Вот. Это была семья дяди Шули. А потом приехала маминого брата жена с мамой. А он еще в армии был. И тоже там жили. Потом тетя Рива приехала со своей дочкой. Они уже спали на балконе. Единственное, что я помню, значит, это тетя Фаня со своей мамой, это мамина родственница, они спали на рояле. У нас рояль был. А я спал под рояль. Так что она делала? Там клопы же развелись. И она брала клопа этого и бросала вниз. А я же под этим лежал. И она говорила: «Гарт золтуверн». Что это значит? А чтоб ты убился. Ну, с высоты пад. Это была не хохма, понимаете? Вот это вся там испуха. Им уже никаких друзей не были. Вот. А потом, значит, тетя, значит, старший брат, они отселились, получили квартиру. А, кстати, до этого его старший сын, Юрик, приехал в Киев за ammunition. То есть он не в Киев приехал, он получил там пару дней, он приехал навестить нас. И я его видел в 1944 году. Вот, он получил эту ammunition и уехал дальше. А вот тетя со своей, это вот она спала на балконе, это было летом.
Вот. Ей не положена была квартира, потому что это не семья военнослужащего. Дядя Шулька имел 2 сыновей в армии, он получил, а она нет. И вот приезжает, тоже после войны получилось, приезжает сын папиной сестры. Он ушел в армию 22-го, ну, началась война, у них был выпускной вечер, и он там был таким траблмейкером в этом районе, где они жили. Вот. И его знала милиция, его знали все эти тут дворники. И он пришел в этот дом, где жила эта тетя Рева, которая была не семья военнослужащих, зашел в ее квартиру, а там жил дворник. Вот он зашел, и он уже знал, кто он такой. Он говорит, придет Рева, чтобы ты убрался отсюда. Он говорит, я получил квартиру. Ты получил квартиру? Он открыл окно, выбросил свои вещи. И говорит, попробуй, говорит, только тронь ее. Он знал, что он его может. Вот. Я его видел, когда он приехал. Значит, конечно, он пошел к дяде Шуле, там собиралась вся мышпуха. Вот. А мама приготовила обед и ждала его. Мы все ждали. Кончилось тем, что я уснул. А утром, когда я проснулся, он один лежал на диване, вот, спал. И на стуле висела его гимнастерка. Тут было все ордена, только бывает. Я одел эту самую гимнастерку и вышел на улицу. Там, значит, пацаны начали рассматривать. И это вот я начал, он услыхал, что там шум. Вышел на балкон, как свистнет, все разбежались от его свиста. Вот, и иди сюда, я подошел. Что, ты мой брат, да? Я говорю, да. Он так взял меня и подбросил на платовод. Вот, больше я его не видел. Он уехал во Львов, поступил там в торговый институт. Но это другая история. Вот я его уже видел, когда я уже был на 2-м курсе института, он приезжал. Ну, понимаете, я не принимал участие в войне, вот, и моя роль там была очень next to zero, но вместе с тем, в это время, когда мы приехали, значит, было много, были мины, в лесах, там Пущеводица, там Боер, там мы везде бегали, везде лазили. Вот. На Днепре, когда бомбили, там монстры бомбили, бомбы падали, и создавались воронки. И там много ребят погибло. Погибли мой племянник, но он в Пущеводице утонул. Мой класс, 2 мальчика из моего класса утонули. Вот. А я тоже не избежал проблемы, потому что нашли какой-то снаряд с целым капсулом. А я был самый младший там, в этой группе. Они, все ребята были постарше. И один говорит, о, взял, и, значит, все побежали смотреть, вот, и он ударил по этому капсулу, и был взрыв. Поскольку я был меньше всех, мне обожгло все лицо, я потерял зрение, я не видел ничего. Но взрыв был такой мощности, что выскочили соседи. Ну, и все, значит, там, я не знаю, кто как, но когда подбежали мои родители, понимаешь, то я так вот ничего. Меня отец подхватил, и там через дорогу, там 1 квартал, школа, и там был госпиталь во время войны, и меня туда он отнес. Вот. Пришел врач, посмотрел и сказал, ну, будет инвалид Отечественной войны, еще один на меня.
Вот. И он, значит, что мог делать? Мое лицо было все обожжено, и порох зашел под кожу. И все лицо у меня было... Значит, как меня лечили? Он сказал, чтобы не давать мне спать сутки. И класть компрессы ночь и день из холодной кипяченой воды. Вот этим занимались мои родители всю ночь, все сутки. Я когда посмотрел на себя, у меня был черный, как черный. Но со временем оно прошло, зрение потерялось немножко, наверное. Потому что я вот так я пострадал. Да. Ну, а вот во время эвакуации в этих немецких поселениях и в Киргизии, наверное, была самая... То есть там были, видимо, и евреи, и неевреи. Что вы можете сказать по этому поводу? Испытывали ли вы какой-то антисемитизм? Как это все проходило? С кем вы дружили, с кем вы бегали? Ну, в этом селе я ходил в детский сад. В детском саду, я помню, нам давали затируху. Вы знаете такое блюдо, затируха? Ну да. Растертые зерна или хлеб? Нет, не хлеб. Так вот, там эти зерна, это делали из муки, и один за другим гонялись. Такое количество их было в тарелке. И когда папа пришел за мной в садик, уже когда, ну он же был в этом в униформе, там рука у него висела на кест, Да. в гипсе. В гипсе, да. Я думал, что он главный начальник теперь будет. И я сказал: папа, скажи тете, чтобы она дала добавку, потому что добавки не давали. И он мне долго вспоминал: тетя, дайте добавку. Вот. И там были дети, как играли, что-то. Никто за нами не следил. Но эвакуированные там были в основном? Что? В основном эвакуированные? Да, в этом селе, да. А евреев было много? По-моему, все были евреи. Понятно. За исключением вот такие румынские, молдавские евреи. Вот, правда, председатель колхоза был украинец. Вот он. А так, ну, куда мы? Что вы? 7 лет, что я мог. Ну, конечно. Да, этого много. Но вот то, что я черным был, понимаешь? Вот. А в Киргизии тоже было много евреев среди... Когда в школу было страшно ходить, собак натравливали пацаны. А евреев было много в Киргизии? Наверное, не знаю. Вы не знаете? Не Понятно. знаю. Я не знаю. Вот. Но мы там недолго жили. Вот. Из-за этого деда, который хотел жениться на моей сестре. Надо было, потому что это серьезно было. Конечно. Ну, а когда вы вернулись в Киев, я понимаю, там была ваша семья, но вы ходили в школу уже, да? Да, я пошел в школу уже в сентябре. Ну, понимаете, многие школы были разбиты, в общем, скученность была большая. В эту школу, куда я пошел, так учились в 2 смены. Вот. Школа была мужская. Первая была до 12 или до часу. Потом эти должны были уйти, а эти должны были прийти. Значит, самым главным это была тетя Аня. Это была уборщица, которая следила за трафиком, чтобы они там не... А так как те хотели войти, а эти не хотели выйти, так что всегда там было столкновение. Так у тети Ани была мокрая тряпка половая. Она наводила там порядок. Понятно. Вот. Пошла моя сестра учиться в техникум. Это был в Лукоянском районе. Там надо было пройти хороший шмат. Трамваи не ходили, она шла тоже вечером. Ее остановили, ну, эти самые
хулиганы, ну, там, грабеж был, в общем, это было, вот, и вот подошел один сосед наш, сказал, эту не трогать. Он ее провел домой и сказал, что ей повезло, что он там оказался. Поэтому она таки не закончила эту технику. Страшно. Вот. Ну, а дружили только... Не, ну там это семья, потом там же были двоюродные сестры там и братья. Вот. Один был, это получалось мой троюродный брат, он тоже был взят в армию, они попали в плен. Это было где-то, по-моему, на финской границе, ну, на севере. Вот. И их поселили в школе и сказали, что евреев и этих коммунистов, что их вывели. И один, а это же был один класс, там же сказал, что а ты жиденок. Ну, его класс, говорит, он расскажет. Я говорю, я расскажу. И он лежал и ждал, чтобы пришли за ним. То там один из класса, один хулиган, задушил того, который сказал, что он пойдет его выдаст. И потом, кто задушил, никто не знал. И он был в плену где-то там у Финляндии, по-моему. Вот, он, чем он занимался там со своим товарищем, они ходили по селам и рисовали портреты. Вот, знали, что он погиб, но он вернулся. Закончил он университет, вот, он преподавал русскую литературу в школе. Ну, вот эти, все эти вот родственники так общались. Ну, а когда вы были в школе уже в Киеве после возвращения, там же были не только родственники. С кем вы дружили? Были ли там только еврейские друзья, русские, украинские друзья? Расскажите вот об этом. В той школе, где я учился, да, вообще было много еврейских ребят. Где-то в 7 классе я был старостой класса. У нас было 3 класса с 7, а в других школах был недостаток. А вот там они решили один класс передать в другую школу. Значит, они оставили 5 человек по списку, а меня как старосту тоже оставили с этим классом. Так вот, я хочу сказать, из 28 человек этого класса, который я закончил, было 20 евреев и 2 полуевреев. Остальные были русские и украинцы. А почему так получилось? Как-то потому непропорционально много. Потому что это бедный район, что евреи, которые имели, я знаю, деньги, связи, в общем, они жили выше, в смысле, не на Подоле. Киев же на холмах. А мы были Подол, это же Подол самый, вот, в самом низу Киева. Так много людей возвратилось после... Да, они вернули свои квартиры. А это была проблема. Она не была широко известна в Союзе. Но был такой случай на Демеевке. Демеевка такой район был, что квартиру заняли евреи, а пришли хозяева русские или тому, их хотели выгнать. В общем, там началась перепалка,
А тут про их сын, еврей, да, с пистолетом расстрелял. Его посадили. Его посадили. Ну, в общем, там был шум. Конечно, это не было в прессе. Вот. Чем это закончилось, я не знаю. Но Хрущев попросил Сталина, чтобы те евреи, которые уехали, чтобы они не возвращались. Вот это была такая просьба. Но это Сталин не honor эту просьбу. Не удовлетворил эту просьбу. Что? Не удовлетворил эту просьбу. Not honor не удовлетворил эту просьбу. Вот. Я знаю, что вот мой этот брат Филя, который уехал в торговый институт во Львове, значит, он когда он закончил, там была вечеринка, а у него была девушка, с которой он общался. И вот они там выпили, и один, который был не студентом, а был муж студентки, что-то зашел разговор и сказал, что а жиды не воевали. И он сказал этому, который так он его ударил. Ударил таким образом, что пришлось вызвать скорую помощь. Скорая помощь его сообщила в милицию, и его арестовали. Арестовали. Вот он сидит в КПЗ там. Мой отец поехал его, так сказать, выручать. А что он мог сделать, мой отец? Ничего. Тем более, что когда его следователь запрашивал, за что вы его ударили, он сказал, что евреи не воевали. Вот, а что, вы с ним не согласны? Вот так как он сидел, то вот так, он взял руку этого следователя, ударил об колено. В общем, эта девушка, с которой он общался, она ему сказала так: женися, имеешь направление после института, давай уедем. И так оно и было. Он женился, они уехали в Воронеж, вот, и он там занимал большую должность. Короче, это вот другая история. Понятно. Ну хорошо, вернемся к вам. Вот вы закончили школу, и что было дальше? Дальше было то, что я поступал в институт. Угу. Я хорошо закончил институт. У меня была 4 по-украински, 4 по русской литературе, и все. И украинка говорила, что он не может человек, что-то у него native language, чтобы он был отличником. Поэтому, значит, никакой медали я не получил. И совываться, это был 1953 год, умер Сталин. Я получил на последнем сочинении 3 с большим минусом на 2 тетради. Я писал сочинение на тему романа Алексея Толстого «Хлеб. Образ Сталина». И там я написал, что Сталин ученик Ленина. Я получил такой минус на 2 тетради. Зато по геометрии моя работа была там на выставке. Но это, когда я поступал в институт, на консультации они рассказывали, какие требования будут к абитуриенту. Вот. И он, значит, сказал, а также вы должны знать роль русских и советских математиков в развитии науки математика. Какие вопросы будут? И я, значит, понял, какой вопрос. Я задал вопрос такой,
нужно ли знать проблему Гильберта, он не сказал Жильберта, решенная советским математиком Виноградовым. Он говорит, он стоял там, подошел к моей и смотрит мне в глаза и говорит: вы что, хотите ее решить? Я говорю: нет, в ответ на ваше требование. Ну, многие, заканчивающие физмат, не знают этой проблемы. И вам подавно не надо знать. Кстати, какую школу вы закончили? Я говорю: 17-ю. Это там, да, у вас математик такой грозный. Я так пошел. Орехи давит между дверьми. Я говорю: я никогда не видел, как он давит орехи. Садись. Так вот, ему повезло. Он знает математику. А вы не знали и знать не будете. В общем, я получил 5. Только не у него, а у другого преподавателя, который это самое. Я получил 5 по-французски, по химии, по физике 4, а последний экзамен был химия. Это был один из лучших, из любимых моих предметов. После того, как я ответил на все вопросы, он мне задал вопрос: свойства бычьего пузыря. Я говорю: не знаю. Не знаете? Я говорю: а какой есть? Он говорит: тут, говорит, поступишь, будешь учиться, будешь знать. А пока 3. И все. На этом закончилось мое поступление в институт. Вот. А отец моего товарища, близкого товарища по школе же, который, он поступал в строительный институт, тоже не прошел по конкурсу. И отец его устроил, они были из Харькова вообще-то, когда правительство было в Харькове, он там имел связи. В общем, он его устроил в Харьковский строительный техникум. Вот. И он предложил меня тоже устроить. Но все равно уже никуда не идти. И я поехал в Харьков, и там я закончил этот строительный техникум. Хоть диплом был у меня с отличием, но в 5% я не попал. Знаете, такой был? Нет? Значит, диплом с отличием дает право не сдавать экзамены, не сдавать экзамены в институт. Только собеседование. А те, кто попал в этот самый, в 5% этих отличников, имеют, они 5% вообще шли свободно в институт. Ну, в общем, я не попал, и в институт меня не приняли. Значит, я работал уже, вот, и меня не приняли. Я пошел, значит, в Министерство образования, мне там написал заявление, мне наложили резолюцию, значит, что отказали. И куда? И я сфотографировал это. Не было же копий-машины. Сфотографировал. Почему? Потому что он в этой резолюции сделал 2 ошибки грамматические. Я пошел в министерство, к замминистра образования, замминистра освіти Украины. Ну, пришел, там, то есть занял очередь, значит, подошла, и ей рассказываю, что вот так и так, вот показал все документы.
Она говорит, да. Ну, трапилась помылка. Произошла ошибка. Тебе надо было принять. Я говорю, ну, принимайте. Она говорит, уже все запаковано, все, значит. Я говорю, ага, ну, в следующем году придешь. Все, куда идти? Все дальше. И я пошел на работу. Я работал в Академии архитектуры, я техникум устроился. И я прохожу мимо, смотрю корреспондентский пункт «Правды». Ну, я зашел, это было 9 часов не было. Там никого нет. Я стою. Потом выходит один мужик, говорит, ты ко мне? Я пожал плечами. Он говорит, ну что у тебя? Заходи. Зашел к нему в кабинет. Расскажи, что у тебя такое. Я ему рассказал. Он показал все эти документы. Что я работаю, диплом, там, та-та-та-та-та, показал. Он говорит, а ты знаешь декана этого факультета, куда ты похож? Я говорю, знаю. Его фамилия. Я ему дал фамилию. Может, телефон знаешь? Дал ему телефон. Он снимает трубку и звонит. Его фамилия была Расин, по-моему. Товарищ Расин, да. Говорит, зав корреспондентским пунктом по Украине Чередниченко, и там имени. Вот передо мной стоит, значит, молодой человек, Илья там, та-та-та, он имеет свои заслуги перед тем, что, значит, произошла ошибка, что его, это самое, что его не приняли. Это в вашей силе, в вашей компетенции принять его. Да, это он может сделать, спасибо. Спасибо, до свидания, он это сделает. Значит, и он мне говорит, ну, считай, что ты студент. Я ничего не мог сказать, меня это сдавило горло. Он сказал, иди завтра, чтобы ты в 4 часа был у него. А завтра уже было 30 августа. Я прихожу, там стояла в кабинете, возле кабинета, там, вы зайдите, а вы, говорит, останьтесь. Я, значит, подошел, захожу, он говорит, Илья? Я говорю, да. А где эта резолюция, которую тебе наложили в министерстве? Я даю ему фотографию. Не, а где оригинал? А я его положил в этот карман, чтобы он не путался у меня. Я говорю, есть. Дай сюда. Я говорю, как? Я говорю, меня хотели забрать, я говорю, замминистра, я не дал, и вам не дам. Он говорит, дай, или я порву приказ. Я говорю, какой приказ? Дай сюда, не разговаривай. Я говорю, покажите приказ. А этот меня предупредил, чтобы я с ним говорил строго, но вежливо. Тебя, говорит, терять нечего, он мне сказал, это Чередниченко. Я говорю, я вам не отдам. Он достает мне бумагу, в руки не дает, а только вот на, читай. Принять в виде исключения, и там было 5 фамилий. Я говорю, какой Маламут? Он говорит, ты ИГ? Илья Григорьевич, да, дай сюда, или я порву приказ. Я ему отдал. Значит так, завтра пойдешь учиться, если ты не будешь отличник. Еще был такой разговор. Я ему сказал, если я начал с вами бороться, я же не остановлюсь. Я говорю, я до Хрущева дойду. Я ему сказал. Он говорит, ха-ха, Хрущеву нужно, чтобы ты был студентом. Я говорю, так он должен знать, что вы еврей. Тогда кто-то мне говорит, дайте. Короче, если ты не будешь отличником, я тебя выгоню с института. Я говорю, спасибо. Вот так я поступил в вечерний институт. Вот. Потрясающая история. А потом, ну, в общем,
А потом поступил на работу. Я же еще в техникум работал в этом Академии строительства и архитектуры. И там я вырос до инженера, старшего инженера, научного сотрудника. Да, и я уже закончил институт. Ко мне подошел один зав лаборатории, Дубинский, фамилия, Абрам, отчество его. И говорит, они же меня знали с самого начала. Он мне говорит, ты вот закончил институт, может там есть у тебя какой-нибудь парень молодой, и через 2 года он будет кандидат наук, у меня есть хорошая тема. Я говорю, это я. Он говорит, нет. Я говорю, ну ты же еврей. После этого я понял, что мне там делать нечего. Так что, ну я ушел. Я там проработал 11 лет. Я стоял на очереди на квартиру, и моя очередь подходила. В общем, получил квартиру, и я ушел оттуда. А кем работали в это время мама с папой, когда вы приехали снова в Киев? Папа же был без руки. Он где-то работал, он работал в больнице Подольской, там где-то в хозяйственной части. Вот. А мама не работала. Мама скоро умерла. Уже то, что она пережила. Ну да. Там был такой случай, это еще, что это в Киеве был после войны. Значит, они шли, это папа с мамой, и подошел к ним патруль. Лейтенант и старшина. Старшина, значит, у него винтовка. Значит, и он говорит папе, ну что, коллега, отвоевался? Папе обращается. На привязи же рука была. Он говорит, да, пора переходить на гражданку. Этот офицер ему говорит. Он говорит, да. А у тебя, говорит, хоть костюм есть? Гражданский. Он говорит, нет. А у меня есть для тебя. Ты далеко тут живешь? Он говорит, нет, я тут недалеко. Пойдем померяешь. Он пошел. Ну что там? Они пришли к нам. Он вытащил, значит, открыл чемодан. Там был костюм и пальто. Папа померил. Хорошо. Подходит. В общем, они там договорились, за сколько, что. И говорит, ну, давай. Открывают они этот самый рюкзак, вынимают консервы, бутылку и садятся, значит, за стол. А у нас же рояль был. Они, сестре говорит, ну, сыграй что-нибудь, значит, там она играла. В общем, замочили это дело, все довольны, ушли. Прошло немного времени. А заходят двое, и они начинают шнырять по квартире. Ходить по квартире, смотреть, где родители, на работе. Вот. Там буфет был, вытащил. А там мне папа подарил такую стопку таких рублевок по номерам. 100 рублей по этому. Это ж ничего не стоили. Это ж до реформы, до 47-го года. Помните, в 47-м году была реформа. Мы меняли деньги 1 к 10. Вы это не помните? Нет, ну меня еще не было просто тогда. Вот, видите, вы опоздали. Ну ничего, что опоздали. Вы ничего не потеряли. Да, но потом была еще одна реформа. Там ну, это уже потом было. Я тогда уже в институте. Я рубль поменял на 10 копеек, я, по-моему, потерял. Так что я уже понял, что это такое.
Так он говорит, а это деньги чьи? Я говорю, что не то делает? Я говорю, мне папа подарил. В общем, вот. Я понял, что-то мне не понравилось. Это был 11 лет. И я взял и убежал. Куда ты? А ну иди сюда. Ну да, если я там через подвал, я мог пройти через весь подвал. Я побежал. Я знал, как папа будет идти с работы. И пожаловался ему. Пришли, значит, зашли. Здрасте, в общем. И они представились, что они из АБХС. И нет, не АБХС, а, в общем, какой-то, в общем, с милиции. Он спрашивает, ты купил костюм и пальто, да? Ты их продал? Он говорит, я купил себе. Где он? Он открывает шкаф, говорит, вот пальто, вот. Расскажи, у кого ты купил. Ну, он рассказал все, как было. Так он рассказал. Значит, они обыскали всю квартиру, ничего не нашли. Вот, и забрали папу и увезли. Так, куда вы едете? И он там на клочке бумаги написал адрес. Вот, я видел этот адрес, и он так там была улица, и адрес был 126 Саксаганского. Но один, он так написал, что непонятно, что это один. И мама пошла по адресу 26. Такого не взяли. В общем, его посадили, папу. Он просидел там, наверное, месяц, пока шло следствие. Что произошло? Этот патруль, вот так называемый, подходили, посмотрели, они, значит, проверили документы, показывали документы, и пройдемте с нами. Они заводили их, значит, в какой-то темный угол, говорят, вещи ваши, наши, нет, теперь будут наши, иди, и чтоб, значит, и так они грабили этих вот. И вот этот чемодан, вот, был таким образом. Значит, месяц папу там продержали, их расстреляли, у них был приговор смертной казни, а папу отпустили, и поскольку не было, костюм остался, и пальто остались. Я еще этот костюм доносил, когда еще был в 10 классе. Вот такой был. Потрясающая история. Такой случай. Таких случаев было много. Знаете, много было случаев. Все. Выжили. Кто выжил, тот выжил. Как говорят, what didn't kill you, make you stronger. Make you stronger, that's right. Ну хорошо, значит, вы ушли с этого места работы и куда? Я же был, так сказать, в науке, да? Вот. И я видел, как там делаются диссертации, как они защищаются. Вот. Ко мне очень хорошо относился руководитель нашей этой лаборатории, потому что Original, руководитель темы, был директором института, а до этого он был председателем Госстроя Украины. Это замминистра или министра по делам строительства Украины. Он стал, значит, этим нашим директором, и вот его была тема, называлась индустриальное строительство, то есть объемное строительство. Так, поскольку комнаты были маленькие, да, таких отливали на заводе, ставили окна, двери, полы, все, все. Закрывали на ключ и отвозили на стройку, ставили, как кубики. Вот. И он сам же не занимался, он же был начальник, он был политician, а занимался один доцент строительного института. Там было много
профессура из института работала у нас в науке. И, ну, короче говоря, я уже так был с самого начала. И я с ним ездил на конференцию в Красноярск. Там я познакомился с Хрущевым. Там я познакомился с этим, там совнархозы были, председателем совнархоза. Вот, а там приехали ученые с Москвы, из Ленинграда, с таких больших городов. И поскольку там с питанием было неважно, так нас кормили в совнархозовской столовой бесплатно. А выпивать, за выпивку надо было платить. За коньяк. Вот. Я коньяк не пил, потому что 3 рубля стоила рюмка, а я получал командировочный, такой 27. А этот зампредседателя, этого совнархоза, говорит, хорошая компания, он говорил, да нема с кем чарки выпить. И он меня спросил, что я закончил. Я судостроительный киевский. А кого ты из старых преподавателей знаешь? Я ему так... Он говорит, так я что же этот институт закончил? Вот там, говорит, булочная была. Я говорю, сейчас она там есть. А я там, говорит, сторожем работал, говорит. Ночью. Они давали мне буханку хлеба. Ну, потом, когда мы уезжали, нам уже такой захотели банкет, что там мы с ним выпили. Так хорошо выпили, что меня, да, мы сели на самолет и улетели. Anyway, но что мне понравилось, года 3 спустя, мне этот директор института говорит, что его фамилия Воробьевский, он работает сейчас в ЦК КПСС, говорит, проводят конференцию, пойди, говорит, поздоровайся с ним. И я пошел в дом архитектора, как раз в обеденный перерыв, он приезжал, и я с ним по имени, отчеству, я уже не помню, он на меня посмотрел, протянул мне руку и говорит, я тебя помню, только я не помню, как тебя зовут. Я помню, что мы в Красноярске водку пили. Вот он, так вот, там, значит, Хрущев приехал туда, и он его сопровождал. Приехал в тот комбинат, где мы были. А меня заинтересовала там веерная установка для панелей. И я стоял и фотографировал эту установку железобетонную. И тут проходит Хрущев со своей свитой. У меня фотоаппарат. Я навел. И тут кто-то мне говорит, спрячь фотоаппарат. Я поставил на его пыжиковую шапку в Красноярске, я быстро закрыл фотоаппарат. Ну что, когда, значит, Хрущев задавал вопросы насчет, он говорит, как у вас с кирпичом? Потому что надо каждый кирпич положить, а тут панель сразу стала. Он, значит, начал там Хрущев говорит, а я хочу, чтобы мне докладывал, говорит, главный инженер, а не этот зам. Ну, главный инженер, значит, такой еврейский мальчик, начал рассказывать. Один еврейский мальчик, ну, короче, этот говорит мне, Воробьевский, оставайся у нас. Говорит, мы тебе квартиру дадим, женишься и все такое. Ну, я пока уехал и больше не возвращался. Вот, и я пошел работать, то есть меня товарищ попросил, с которым я в техникуме учился. Это ж прошло столько времени. Он хотел быть главным инженером строительного управления. Вот, но для этого надо было работать начальником участка хотя бы. А он был начальником технического отдела. Вот, его не отпускали, пока он не найдет себе замену. Так вот, эту замену он меня подставил. Я ему сказал, я же был в науке, откуда я... Он говорит,
не вопрос. Я стал там работать начальником технического отдела строительного управления. Это совсем другая работа. И там они меня ценили. Потому что все технические вопросы я решал легко и просто. К примеру, в Харькове упала панель перекрытия. Обвинили проектировщиков. Нет, строителей. Там меня послали туда, к экспертизу в Харьков. Значит, и они показали заключение доцента Харьковского строительного института, что это виноваты строители или проектировщики. Потому что, в общем, это технический вопрос, наверное, вас не интересует, но он показал заключение, там же была создана министерская комиссия. Вот. Я взял, поехал в институт, где я работал, Павлу Ивановичу, зав. Лаборатории, доктор технических наук, профессор, и говорю: Павел Иванович, вот так, Илюшенька, он мне говорил, что ты хочешь? Я говорю: заключение. Напиши, какое тебе надо, я подпишу. Ну, два. Тут этот самый профессор, да, доктор технический, или, конечно, вот такие вопросы не были. В общем, короче, ну, вся была беда в том, что все вопросы решались в кафе «Ласточка» возле нашего. Я приходил, я не мог пить столько, то есть я мог выпить, но столько, сколько они, я не мог. И я ушел в это самое, в проектный институт, из которого я уже уехал. Понятно. Теперь расскажите, пожалуйста, где вы познакомились с женой, как звали жену, вот про эту часть, какие дети и так далее, про семью. Как я вам сказал, что мы жили бедно. Квартира у нас была маленькая, зато 3 комнаты. Потому что моя старшая сестра вышла замуж, надо было дать. Вот. И дом был аварийный. И в туалет надо было пойти на другой двор. И, в общем, я стоял в очереди. И меня каждый раз отодвигали. Ну, проработал там уже 11 лет, уже двигать меня уже никуда не могли. Но мне говорили, что мы тебе дадим квартиру одному. Надо жениться, надо иметь семью. А так что? Вот. Она студентка строительного института. То есть мы были одновременно. То есть, ну, я на полгода или на год раньше заканчивал. Вот. Вот. Так мы, собственно говоря, знакомы были по институту. Недолго, но были. А с ней вообще страшно подумать. Ну, в общем, женились. Через год или полтора у нас родилась дочка. Я действительно уже я выбирал квартиру. А кем она работала? Что? Кем она работала? Она работала в проектном институте. Вот. И в этом институте, в проектном, и мы, когда я работал в науке, мы консультировали этот институт, да, там. Поэтому я там многих знал по работе. Вот. И когда я ушел с производства, вот, они меня с удовольствием взяли. Она уже там не работала, когда я пришел туда работать. Вот. Получили мы квартиру. Значит, одна квартира была по линии государства, а вторая квартира,
которая была кандидатом быть моей квартирой, это по нашей теме. То есть выстроили тот проект из объемных кубиков. Вот. И мне предстояло выбирать. Я спросил жену, какую ты хочешь. Но эта квартира из кубиков была чуть меньше, но зато она была недалеко от мамы. А тот был новый район, без магазинов, без детских садов и все такое. И мы, значит, взяли эту квартиру, там прожили, сколько, 2,5 года. Прожили 2,5 года, и ее отец умер. Он знал, что у него рак, что ему осталось жить немного, и он искал как-то обменять свою квартиру поближе к нам. Вот, и сказал, что не могу. Потом я предложил, так давайте вместе съедемте. Он был очень доволен, что его жена не останется одна. И получилось 2 двухкомнатные квартиры, мы обменяли на 1 трехкомнатную. Вот. И получилось, наверное, я вам должен сказать о том, что ее отец с 18-летним парнем приехал в Киев с Киевской области, поступил на завод работать, а его брат старший, у которого он остановился, оказался троцкистом. Его арестовали, брата. А этого, он уже женат был, у него уже был ребенок, так его арестовали и отослали, дали ему 5 лет. Но это был 1934 год. Тогда не давали по 10 или расстрел, а дали ему 5. А жену выслали с 10-месячным ребенком. И она приехала в Татарию, поселили там, одной татарке предложили, сказали, что вот еврейка, все. Он говорит, а хвост у нее есть? Я говорю, да нет у нее хвоста, я должна проверить. Она ее повела в баню, убедила, что хвоста нет, и она разрешила ей жить. И она, сколько-то, до 18-19 лет, она там работала на заводе, на этом, где учетчица или, ну, короче говоря, она работала бухгалтером в детском саду. В этом вот. И уже в 1940 году, 5 лет он отсидел, ему разрешили, его освободили, и в Киеве не разрешили жить, только в Полтаве. Он вернулся в Полтаву в 1941 году. И тут же он ушел на фронт. Вот. После войны он... А еще в армии его полковник послал в Киев, чтобы он подобрал там квартиру для полковника и себе. Он его отпустил, он был старшиной в армии. Взяли они 3-комнатную квартиру, 2 комнаты полковнику и 1 им. Вот он устроился на работу, у него была судимость, троцкист. Но он устроился, он был, по-моему, управляет какой-то... И в 1947 или в 1948 году, в общем, его посадили. Он никому ничего не рассказывал. Сколько он там отсидел, его выпустили. И он, значит, стал работать, значит, в строительном управлении. И тогда, когда я познакомился, он уже был там начальником участка строительного. Вот. И он гвоздя не взял, чтобы устроить внучку в садик, а он
строили, они делали эту малярную работу. Вот. И он был там самый начальник, самый главный. И он сказал, что он договорился, как только построят, там ему дадут. Так, говорит, это надо 1,5-2 года ждать. Okay. Я пришел в этот детский садик ближайший, и захожу и говорю, что мне надо дочку устроить. Кто ты, чем ты занимаешься, все. А краску можешь достать? Я ему говорю, что вот за краску возьмут. Он говорит, я тебе дам деньги, иди купи. Я говорю, где вы купите краску? Я говорю, мне не нужны, мне краска нужна. Он говорит, я не могу. Он гвоздя не взял. Так у меня же друзья были все строители. Пришел там к своему заказчику, Вася, так это. А как жена, как дети? Я говорю, Вася, что тебе надо? Краску? Позвал мастера, дай ему ведро краски. Знаете, вот так. Там такие вещи все решались. Знаете? И вот к чему я это рассказал, что когда мы съезжались, мы со старых квартир выписались, а в новую прописаться надо было. Так мы его выписали, а он умер тут же. Он попросил перед смертью за день. Ну, когда мы переехали, мы к нему не приходили, потому что были заняты. И когда он позвонил, мы сказали, что мы переехали, и все благополучно. И он мне говорит, я тебе очень благодарен. И на следующий день он умер. Так вот, прошло, я знаю, меньше месяца. Мы уже, значит, приписались, все. Приходят двое и спрашивают мою тещу, где ваш муж делся? Потому что он там выписался, а приписался, сюда не прописался. Так она говорит, я ему сказала, успокойтесь, вам уже не надо ходить за ним. То есть он всю жизнь был у них под этим самым, под наблюдением. Кошмар. Вот. А эту дочку его никуда не брали, потому что она враг народа. И потом уже она устроилась в почтовый ящик. И начальник спецчасти того института, где она работала, я же потом через 5 лет там работал, и они все знали. И он меня, а он уже не был начальником. Так он спрашивал, а где, говорит, твоя жена работает? Я говорю, на почтовом ящике. В каком? Я ему говорю, а вы умеете держать секреты? Он говорит, да, я тоже. И все, на этом дело закончилось. Вот. Ну, расскажите немножко уже про свою семейную жизнь, вот с женой, с родителями жены, ну, вернее, с мамой только жены, с дочкой. Это было уже другое время, более-менее, ну, менее людоедское, скажем так. Испытывали ли вы антисемитизм? Справляли ли вы какие-то еврейские праздники? Ну, что-то про еврейство вот в это время. Были ли у вас друзья, евреи, не евреи в вашей семье? В 73-м году, в 73-м, у нас родилась вторая дочка. А я работал в этой организации проектной, руководителем бригады. То есть у меня были и архитекторы, и инженеры под моим, и мы занимались вот этими объемными делами. Это было очень популярно. Был завод в Кременчуге. Значит, под этот завод мы сделали проект. Вот. Общались мы с друзьями. У меня все друзья были вот это или институтские, или школьные.
особенно некогда было. Некогда было встречаться, да? Тем более, что моя жена, которая выросла в Татарии, и, потому что первый язык у нее был татарский, понимаете? И у нее вся жизнь была в страхе. Она всего боялась. Вот по линии молодежной, там, комитет комсомола Украины присудил молодым ученым премию денежную. И, значит, группа, вот, которая там работала, ну, я там был самый младший по возрасту. Короче, мы получили эту премию. И я говорю, давайте мы эту премию разделим. Они говорят, она, мол, тебе надо больше всех. День. Она не хотела получать. Она боялась. Она боялась. Она всего боялась. Вот. Она не хотела общаться. Все родственники ее отца отказались от него, он враг народа. А родственники тещи, да, я только знаю, что она сказала, что ее отца убили, то ли какая-то банда, или там Бандера, или там Зеленого, там был, они ему бороду подожгли, и потом убили на глазах у всех. И она больше никогда ничего не рассказывала. Но мне тесть один раз рассказал кое-что о себе. Вот. А она никогда не рассказывала. У нее был один дядя, который уехал в Израиль, то есть в Палестину. И он там работал на этих вот, и там со своим родственником. Пришли арабы и убили этого родственника. И он взял и вернулся. И они не общались, то есть его дети не общались с ней, потому что она боялась, что он, так сказать, боялись. Но он пришел, и он у меня, ну, в общем, так что насчет общения с ними было очень туго. То есть с друзьями было общения мало? Да. Но она, тем не менее, выросшая в Татарии, она ощущала себя еврейкой? Нет. Я не понимаю, почему она мне сказала, да, твои еврейчики, она меня сказала. Так я ей сказала, это антисемитская морда. Ну, что я ему сказать? Так что она не особенно, она не самая. Но она была еврейкой же. Да. Понятно. Теща ее парализовала. Она не могла двигаться, она лежала в кровати, она погибала. И там среди моих знакомых я провожал одного знакомого на вокзал. Собственно, знакомый, он уезжал в Израиль. И я ему, он говорит, а ты что сидишь? Я говорю, я не знаю, как это все делается. А он говорит, ну приходи, я тебе расскажу. Он пришел, значит, я пришел к нему, там все было запаковано. Он сказал своему сыну, give me cup of tea. Я думаю, что он такое сказал? Cup of tea. Вот, я думаю, что... Вот. И он, я говорю, я же языка не знаю. Он говорит, у меня есть хороший преподаватель. Я говорю, ну, в общем, когда он уже был на вокзале, я ему говорю, что ж ты мне не дал адрес? Дима, дай ему адрес Ани Абрамовны.
Этот Дима дал мне адрес, и я позвонил и встретился, и говорю, так и так, что мы решили ехать. Так она говорит, я в подаче. Сколько я буду в подаче, я не знаю. Но с вами я буду заниматься с удовольствием. Каким языком? Английским. А. Я у нее взял, по-моему, 5 уроков. У него муж был, второй муж, да, очень приятный человек. Он вел со мной беседы, он дружил с Маяковским, вот. Он был членом Союза художников Украины. Он имел портрет, эти картины, подаренные ему. В общем, она сказала, Анна Абрамовна, что когда мы уедем, я хочу, чтобы было 3 человека на чужбине. Это ее дочка, ее подруга, и чтобы я был там. Окей. И я согласился, да, она попросила меня проводить до ЧОПа. Я поехал с ней, с ее семьей. Значит, она, Григорий Абрамович и Саша. Ну, что старшая дочка уже была там замужем. Значит. И у меня накануне поднялась температура. А не ехать, как же я с температурой поехал. И в поезде я потерял сознание. Ну, купе у нас было на 4 человека. Ну, в общем, я вышел. Значит, они прошли таможню. Вот, отдали мне ордена. Вот, потому что не разрешали ордена там. Вот, деньги. И с тем, чтобы я передал дочке. И они уехали. Дочка пришла, я ей отдал эти ордена, эти деньги. И она пришла со своим сыном. И этому сыну было 19 лет. И он пришел, я сказал, что мы поменяли квартиру, у нас была большая, пианино. Вот. И он спросил, кто играет на пианино. Маленькая дочка говорит, а ты умеешь? А он учился в консерватории. Он говорит, умею. Ну, что ты сыграешь мне? Ну, чижик-пижик. Ну, сначала ты сыграй. Короче говоря, когда он сыграл чижик-пижик, у нас комната была. Anyway, вот. И он собирается уезжать. Один. И он уехал один. Вот. И мы уехали. Что я хотел сказать, что ну, там собираются все евреи, которые, знаете, кучкуются. Да. И вот, значит, одна там, значит, потом она, значит, позвонила и говорит, можно прийти к тебе? С каких это пор там надо было спросить разрешения? Там же тебе надо, ты приходишь. Так же было. И она пришла с 2 людьми, с одной парой. А так, Илюша, вот эти познакомилась, они хотят посмотреть твою квартиру. Ну, окей. Они посмотрели. И она меня спросила, а когда вы хотите уехать? Ну, так я сказал, наверное,
Я сказал, я поставлю здесь, я хочу вернуться, что теща моя была парализована. И вот эта вот преподавательница английского языка, моя, сказала, что надо, чтобы ее посмотрел профессор. И она была знакома с профессором нейроинститута в Киеве, да? И она с ним договорилась, что он придет и посмотрит ее. И он пришел. Посмотрел мою тещу. Она лежала уже неподвижно. И мы зашли в комнату. Ты куришь? Дай закурить, он мне говорит. Закурили мы. Он говорит так, значит, ей нужна операция. Такой операции мы не делаем. Я говорю, почему? Мы не умеем, у нас нет оборудования. Я говорю, а кто же делает? Он говорит, французы, румыны. Я говорю, что за границей делают? Да, говорит, итальянцы. Я говорю, так, если мы переедем, то там и сделают. Ты хочешь уехать? Я говорю, как же я могу уехать с ней? Он говорит, я ее могу поднять на 3 месяца. Но надо лекарство. Я говорю, ну дайте же мне рецепт. Вот. На это лекарство рецепты не выписывают. Я говорю, если ты достанешь, скажи своему невропатологу, чтобы он мне позвонил, я скажу, как этим пользоваться. И он мне сказал это лекарство. Я достал лекарство это. Ей сделали уколы, курс. И она поднялась с постели, и при помощи стула она передвигалась по этому. Так, когда она мне спросила, когда ты хочешь уехать, я так на нее вопросительно посмотрел, она сказала, я капитан Авира, через мои руки проходят все, кто уезжает. Когда ты, я сказал, месяц через 2-3 соберешься? Я говорю, да. Я говорю, при одном условии. Какое твое условие? Что я выезжаю с этой квартиры. Мы поменяемся, но физически мы не будем переезжать. Он говорит, хорошо. Я говорю, ну нам же в очереди надо стоять, я на работе. Пусть тебя это не волнует. Собрали все документы, получили разрешение от отца, что против выезда сына возражаю, материальных претензий не имею. Это была стандартная справка. Возражаю. Против выезда не возражаю, материальных претензий не имею. Вот так. Значит, она мне звонит на работу, и я должен был прийти в горсовет, там подписать бумаги, и я там больше 10 минут не находился. Она все это делала между райисполкомами, это все делала. Она делала. Хохма заключалась в том, что у меня телефон остался в квартире, а у нее сняли. И она кричала, Илюша, ну ты можешь уже уехать. Да, в общем... А папа остался? А папа остался? Да, папа, у меня жена была, квартира была, в общем. Вот. И мы уехали. То есть, почему мы уехали? Вот так мы, значит, уехали. Ну, теперь 2 слова о дочери, о внучках и все, что вы хотите еще сказать. Можно прервать? Cut. Yep, I'm sorry. Yeah.
Давайте снова. Вы приехали в Италию. Да, значит, тещу завезли, ребята, там, значит, он занес ее в это самое, приехали там. Ее положили в больницу. Ей же была нужна операция. Ей сделали операцию, и она скончалась. После операции? После операции. Я даже удивляюсь, потому что ей сделали операцию, ее не привязали к кровати, а у нее сломался шейный позвонок, который у нее. Короче говоря, ее похоронили в Риме. Мы остались без тещи. Вообще, было очень волнительно, потому что мы сдали разрешение, и этот самый, эта женщина была в Авире, там, получили разрешение на меня, а на тещу не получили. Он говорит, что ты скрыл? А я не написал, что он был судим. Я не написал. И так вот там были большие проблемы с дочкой. Она не хотела заканчивать школу. Ну, то есть она с вами не пойду в школу. Что она больна, говорит. А потом оказывается, что они видели меня в Авире. Директор школы видела меня в Авире. Он говорит, какая больная? Они в Израиль уезжают. Я же папу видела в этом вот. Мне позвонила в 2 часов вечера и начала, что же это вы меня? Я говорю, что? Я говорю, короче, делайте ошибку. Ну, в общем, короче, все эти вопросы решались. Это уже был не вопрос. Но вот когда похоронили тещу, мы там были 4 месяца в Италии. Потому что они давали разрешение на тещу, хотя здесь не давали. Или эта женщина, моя, это преподавательница английского языка, которую я провожал, да, так она не давала разрешения, там надо было согласие дать, а она больную не хотела взять. Знаете, так, в общем, там, короче, когда она умерла, мы сразу, значит, уехали. Я там работал. Я работал в ХИАСе, не зная языка. Вот. И они меня взяли на работу в виде мессенджера. А что такое мессенджер, ну, я понял потом. Ну, я сидел там. В общем, всякие были смешные истории, но, во всяком случае, были очень такие, очень серьезные вещи. Там была мафия, там, в общем, все это было... Вот. Непросто. А? Непросто. Это было все непросто. Там, значит, начали делать деньги на этих самых... Кто делал? Их называли израильтяне. Это были евреи, которые вернулись, поехали в Израиль, а потом вернулись. И они свою власть там устроили. Понимаете? Ну хорошо, давайте перепрыгнем да, уже значит, в Америку. Я говорю, что перепрыгнем в Америку, ваша семья здесь, внуки. Вернулись ли вы в Америке к еврейским традициям, праздникам и к осознанию себя евреями? Да, значит, первый урок нам преподал в Италии ребе с Нью-Йорка, молодой парень. И он тогда как раз был праздник еврейский, и он нам рассказывал об этом празднике, и сказал, он говорил на 3 языках одновременно. Значит, английский, еврейский. Вот, и он говорил, многие приезжают и сразу покупают long car. Говорит, а вот, мол, вот это надо. В общем, дал нам преподнять урок. И надо было где-то, да, это же учительница нас приняла, но она оказалась не такой приятной, как она была в Киеве. Она тут обладала властью. Какой же властью? Потому что люди не говорили по-английски. Она работала
значит, в какой-то больнице, где она назначала аппоинтменты и все. И поскольку мы, так сказать, зависели от нее, вот, и, видно, на себя так проявилось, что Jewish Family разрешила нам отселиться от нее. Обычно она должна была нас спонсировать за месяц. Мы могли уйти в любой день. Такая она, так сказать, оказалась. Вот. И в Италии я познакомился с одним парнем, который, ну, разговорились, куда едешь, в Чикаго, кто там, товарищ. И вот, я говорю, как его зовут, он называл фамилию, имя, отчество. Я говорю моей жене, ты думаешь, это его имя? Он не Юра, а он Изя. И фамилию он тоже стоит. Он говорит, ты уж откуда знаешь? Я его с такого возраста знаю. И когда мы приехали в Чикаго, нас спрашивают, есть у тебя тут родственники, друзья? Я сказал, у мол, соученик, но он ушел после 7 класса. Вот, он ушел работать портным. Вот, я назвал фамилию его. И в тот же вечер он мне позвонил. Илюша, я тебя давно не видел. Где ты? Я говорю, в Рейсенс-парке. Так приезжай. Я говорю, ну что, ты что, машины нет? Я говорю, ты что, пьяный? Я говорю, приехал позавчера. Хорошо, какой адрес? Было 10 часов вечера. Он приехал со своим товарищем, который там, в Италии с ним познакомился. Мы пришли, там такая обстановка, все ребята, вот, дым коромыслом. Значит, тебе нравится? Я говорю, да. Женечка, он говорит своей жене, поговори с менеджером, чтобы Илюше квартиру выделили. Завтра приходи к 10 часам. Мы пришли к менеджеру, он говорит, у нас есть свободная однокомнатная квартира, а двухкомнатная будет через месяц. Если вы согласны пожить в одной комнате, мы договорились. Ой, там, значит, все же ты. Кто принес матрас, этот самый на Гарбиче подобрали, то все. Нам дали эти деньги, же надо было купить, надо же было... Вот. В лифте едем, бабушка говорит, я тоже говорю по-русски. Я говорю, когда вы приехали? Я приехал в 1908 году. Какой твоя квартира? Она так. Короче, через 15 минут она звонит, стучит в дверь, она со своей, это вот, как ты, у тебя нет тейбл? Где твои чairs? Приди, я тебе дам тейбл и chairs. Она взяла мне это, дала эти игральные эти самые столы. А та говорит, та не говорила по-русски, они оказались родственниками. У тебя нет ТВ? Приди, возьми ТВ. У меня в бедрууме есть ТВ. Взял ТВ, в общем, получили мы деньги. Надо ж, это самое, где-то пошел в мебельный магазин. May I help you? Я говорю, не ресофидешь? Он говорит, а быстрый? Я говорю, ну, слушайте, мне надо, значит, 3 кровати. Так, то. Сколько у тебя есть денег? Я говорю, у меня есть $600. И он мне выписал, что он может мне сделать на $600, все привезли. Привезли, поставили. Вот. Jewish Family написала мое резюме. И они разослали по организациям, к которым я, так сказать, по специальности подхожу, строительным. И вот я один раз получаю звонок. И он мне говорит, Илья, yes, do you speak English a little bit? Ну, do you speak English, это понятно, a little bit.
Ну, на всякий случай я сказал, yes, sir. Write down my address. 303 Grand Avenue. Okay. Ask for Mr. Schneider. Я говорю, мистер Шнайдер, где вы стоит? Он говорит, а вот и хоры. The rest of you, а вот. В общем, я пришел, вот, там, я мистер Шнайдер, она его вызвала, он выходит, к нам посмотрел, мне так было по плечу. Your English is so good. Завел меня в кабинет, что-то я там ему проговорил, вот, он дал мне application, говорит, заполняй, у меня 2 словаря было, русское и английское. Я записал все, кроме позиции, position in salary. Я оставил blank. Он решил question, а у меня, Саша, мне $900 даст в месяц. А я не знал, ну, это окей. Я не знаю, хватит мне или не хватит. Думаю, если там получаю 600 от таких, такая, окей. Мне все время говорили, что ты только надо начать работать. Короче, меня взяли, я там начал работать. И без языка. И они, видно, остались довольны моей работой. Я там проработал, по-моему, около 3 лет. И когда Рейган стал президентом, значит, эту компанию стали downsize, ну, уменьшать, да? Вот. И всех русских, я был первый русский, значит, поувольняли. А я один остался. Вот меня он не уволил. Я знаю, почему он меня не уволил. Потому что там, значит, русский говорит, идемте, завтра, мол, будет Йом-Кипур, и мы имеем право не работать. Идемте потребуем выходной. Я ему сказал, Володя, что есть советские штучки. Хочешь? Иди. Мне этот митинг не подходит. И он пошел. И он мне рассказывает. Я сказал, мистер Шнайдер, будет Йом-Кипур? Он говорит, да. Он говорит, я хочу пойти в синагогу. Иди. Я не приду на работу. Он говорит, окей. А вы мне заплатите? За что? За то, что ты пойдешь в синагогу? Все. Я не вышел, я сказал тоже, что я не выйду на работу, я буду праздновать. Ну, окей. Он мне заплатил, ни слова не говорил. Ну, все. Там были всякие проблемы, значит, и особенно языка не знал. Вот. И я там все работал, а потом он мне говорит, что работай суббота, воскресенье, сколько можешь, потому что была авария там в Нью-Йорке, и наша компания была ответственная, вот, и надо было срочно сделать, к суду надо было сделать документацию. В общем, я работал и субботу, и воскресенье. И, в общем, мы не знали, что если я взялся, так я закончу. Вот. А у меня, значит, позиция была юный инженер, junior-инженер, вот, и мне не заплатили time and a half. Я сказал, мистер Шнайдер, чего? Он говорит, инженерам не положено. Exempt. Вот. Мне было, конечно, обидно. Вот. И все увольняли, понимаете, потому что проект закрыли. Deep Tunnels на Чикаго. Потому что там по Чикаго, прежде чем воду грязно выпускать в лейк, ее там очищать. Ну, в общем, вот. И я в этом же Иллинойс центре, там много организаций, и я туда обратился, я ищу работу. А он мне говорит, я тоже. Но это у меня сейчас нет
Я говорю, а когда будет? Он позвонит через неделю. Я говорю, сегодня пятница. Он говорит, ну, в следующую пятницу. И так я ему звонил каждую пятницу. И однажды я не позвонил, а позвонил в понедельник. И говорю, что извини, значит, я в пятницу. Вот, потому что ходили мы в синагогу. Вот, и он меня взял на работу снова, ну, в общем. На другую уже работу. М? На другую работу, в другую Да, организацию. там больше денег, конечно. Ну, платили. да. А жена тоже нашла работу? А жена, будем так говорить, что когда я работал в мистера Шнайдера, у меня распухла жена, щека, поехал я в этот самый, и дантисту в госпиталь Маунт Синай, там платил нам за это вот. Он мне говорит, я не понимаю, что он говорит. А он говорит, what language do you speak? I said, Russian. О, товарищ. И он, едешь, там, кто тут есть, тот еврей, кто есть. О, там на 4-м этаже есть еврей. Позвали того еврея, так он, оказывается, только на хибру говорит. Тогда он взял, открыл мне рот, сделал укол и вытащил у меня 4 зуба. И все. И я уже сидел дома, я уже не мог рот открыть. И тут раздается звонок. Илья, ты, значит, свободен? Я говорю, что свободен? Он говорит, работать хочешь? Я говорю, а сколько платят? Я получал, по-моему, 6,50. Она сказала, $7 в час. Я говорю, не, на такую зарплату я не пойду. С таким ртом. Я говорю, она говорит, что, это же хорошая зарплата. Я говорю, на такую же я жену могу послать. Она тоже инженер. Я говорю, да. Она так же говорит по-английски, как ты. Я говорю, да. Можно с ней поговорить. Ее сейчас нет, она пошла на курсы, это самое, в синагогу, там, учить английский. Она говорит, а она может приехать? Я говорю, I doubt. Короче, говорит, я позвоню через час. Она позвонила через час, но она позвонила в дверь. Это headhunter. В общем, она с ней поговорила, а та ни в какую английский. И в школе учила, и в институте сдала. В общем, она мне спрашивает, мы поедем сейчас в компанию, и я ее познакомлю с боссом, вот, и она найдет дорогу домой. Я говорю, да. И ее взяли на работу. Ну, чертить она умеет. И она начала там работать. И она там проработала месяца 3, наверное. Потом приехал Папа Римский, и все пошли встречать его. И этот босс ей сказал, что ты же еврейка. Но она не понимала, что он ей говорит. Но одни отдельные слова она понимала. Она поняла, go home. Она пришла и говорит, меня уволили. И так 3 месяца проработала. На этом спасибо. В понедельник собираюсь на работу. А мне что делать? Я говорю, ну хоть пойди забери там инструменты. Она пошла. И ей дают работу делать. Она молча выполнила. И она говорит, я не понимаю, то он меня уволил, то... Ну, в общем, вот так она работала. Через 3 месяца у нее закончилась работа, и она осталась без работы. Вот, и так она ходила. И потом я был в организации, где я работал, у мистера Шнайдера, в другом отделе. В общем, там в геодезии. В общем, и потребовался там чертежник, она пошла туда работать. Тоже плохой закон.
Потом он опять так поработает, и потом сидит поработает, и вот так сидит. Так она и работала. А я говорю, на английский что-то не учит. Мы купили велосипед дочке маленькой. Она говорит, я всю жизнь мечтала научиться на велосипеде. Нужен мне твой английский. И пошла учиться кататься на велосипеде. В общем, там слово за слово, ну, понимаете, в общем, не склеилось. Понятно. Мы же дом купили. Да, ну, в общем, мы разошлись. Хорошо. Дочка, внучки. Младшая дочка умерла. Я знаю. Я вам сказал, да. А старшая внучка после 8 Дочка. класса... Дочка. Да, старшая Дочка. дочка. Она что, закончила, она даже не закончила 8 классов. То есть она не ходила целую четверть. Ну ладно, аттестовали так. Попросил там по-английски, я спросил эту учительницу. Через год она будет знать английский на этом уровне? Она говорит, я. Вот, короче говоря, а после, сколько мы приехали в декабре, она походила там январь, февраль, там, и в университет подала. Ее приняли, она сдала вообще экзамены там какие. И она там, значит, и я решил там вам, что ты там изучаешь. Она начала рассказывать двоичную систему. Я говорю, это ты знаешь, что это такое? Я говорю, знаю. И она написала мне, ну переведи. Я перевел ее на десятитысячный, в двоичный. Сколько ты знаешь? Иди в колледж, иди в университет. У нас это не все знают. Я пошел после работы. Идти, я пошел учиться, я не понимал, что они говорят вообще. Я был такой, а эти говорят быстро. Вот, и это технически, в общем, мне пришлось оставить это дело. А она закончила университет? Она закончила, значит, уже заканчивала, и у них была специализация, у нее было это самое, как, liberal art, да? Liberal arts, yeah. Вот. Я говорю, мы же говорим об инженерии. Это надо еще год учиться. Я говорю, ну пойдешь еще год. Да нет, все уже работает. Я говорю, в общем, она меня послушала, она закончила. И она была довольно, так сказать, успешная. В последнее время она работала в Мотороле консультантом. Я говорю, почему консультантом, почему не на ставке? Она говорит, я не могу работать с 8 до 5, я не могу сидеть целый день. А там старшим инженером, по-моему, был один ее соученик, наш земляк, киевлянин, который говорит ей, что они ей предлагали должность, в общем, хорошие деньги. Она не хотела, только консультантом. Так он ей сказал, ты дура. Понимаешь, что тебя... Вот. И, в общем, у нее открылись способности какие-то такие. Замечательно. Короче говоря, они сошлись и живут уже, по-моему, 26 лет. А внучки? Теперь внучки. Так вот, родилась внучка, у них, значит, подожди, где-то через 7 лет, нет, нет, потому что старшая внучка от другого парня. Одного у нее встречалась с ним парня. Вот. Она с ним, я что-то разошлась с ним, он говорит, он мне не подходит. Что-то она хотела купить одну кроватку, а он не хотел. Короче, он был очень, говорит, stingy. Ну, такое на мнение. Anyway, а с этим они
уже живут, да. Так это старшая. Вот. Эта старшая была, то есть была она есть, она, в общем, закончила школу. Вот, она была капитаном волейбольной команды небольшого роста. Вот это мне... Вот. Она пошла этим самым заниматься дайвингом. Купили ей костюм, и она с дельфинами поехала в это самое, где-то недалеко от Австралии, между Австралией и Новой Зеландией. Там, значит, они наняли самолет, и самолет им рассказывал, куда надо плыть, что там нас с этими. Короче, она устроилась волонтером в эту Shade of Aquarium, Shade Aquarium. Там она кормила рыбу. И там она рассказывала в этом. Вот. Ее там рыба укусила, она их кормила. Вот. Ну, это она параллельно училась в университете на музыке. Ну, это я вам рассказывал, как она закончила, значит, быть дирижером в ее возрасте. Но она каждое лето работала в еврейском кемпе, где-то на севере, может, по-моему, Дор-Каунти, что ли. Вот там она была музыкальным директором этого каждое лето. Потом она, когда закончила, ей предложили быть этим самым преподавателем музыки в школе здесь, в Виллинге. Пригласили на интервью. Так она сказала, что ехать мне далеко на интервью. Я говорю, если хотите со мной поговорить по скайпу. Она прошла интервью по скайпу, ее взяли на работу. Она проработала там сколько, 2-3 года. И она мало денег. Они тут живут, в этом Норжике. И вот этот весь район, все дети у нее брали уроки. А сейчас она где? Вот, поскольку это дело денег мало, она досдала, и она выбрала медицинскую школу в Норт-Каролайне, там хорошая школа Вейк. Вот она закончила ее, получила диплом врача, и в резидентуру она подала в Стэнфорд. И там был матч, и она уже с этого, и сейчас уже какой? Второй год, сейчас заканчивается второй год резидентуры. Ну, молодчина. Так она говорит, там резидентом они работают по 16 часов. Да. И вместе с тем она еще где-то, она ищет, не хочет музыку забывать, она где-то подрабатывает дирижером, где есть кого-то заместить. В общем, короче говоря, времени позвонить деду некогда. Понятно. И она 2 апреля приезжала, а сейчас она последний раз была на Йом-Кипур. Я все спросил, жена приедет, она говорит, не знаю, или она приедет. А младшая внучка? Ну вот же она. Она была, когда она была? В воскресенье или в понедельник? Не, она была в среду. Она в среду была. Вот, и сказала, что она получила грант на следующий год. Research. Она делает research. Она уже была в этом, где она, в Нью-Йорке была. И дали деньги, и она поехала. И что она, вот, и с папой поехала, 19 лет, папа с ними поехал. Сейчас она говорит, было 140 заявлений, 10 получили. Молодчина тоже.
Вы счастливый дедушка. By the way, я ей сказал, что сегодня интервью. И она мне прислала сегодня утром. Good luck with your interview. Прислала мне месседж. Вы ей пошлете эту фотографию свою, да? Да. Как это, вот эту фотографию, которую я конечно, сделала. конечно. А через несколько месяцев вы получите линк на ваше интервью. Ну, я думаю, что мы уже обо всем поговорили, и огромное вам спасибо. Да, мы только не рассказали мы о том, что у меня второй брак был. Понятно. Но это уже... Да. Это уже... Да, мне очень жаль, что нет вашей второй жены, мы бы с ней тоже поговорили. Да. Да, она была очень популярным врачом здесь, в Чикаго. Она получила лайсенс и этот резидентуру за 3 года. И 2 года засчитали. Не знаю, что это такое впервые у них, что Иллиной департменты за ее, так сказать, перформанс. Замечательно. Она мне спасла жизнь дважды. Так что я сейчас остался без врача. 30 лет у меня не было никакого врача, я понятия не имел, что к чему. А сейчас я не могу найти врача. У меня проблемы. Это сложно сейчас, да. Это сейчас сложно. У меня, значит, у меня был kidney cancer. Она это обнаружила. А второй у меня был colon cancer. Благодаря ей, значит, вышли на этот. А сейчас у меня боли такие, что никто не знает, что. Мне очень жаль. Да, надо продолжать Я искать. понимаю, что вы там отредактируете все, что не надо, вы выбросите. Что не подходит, вы выкинете. Илья, мы ничего не выкинем. Все как есть, так и будет. И даже звуки мяуканья тоже останутся. Так что все будет как есть. Еще раз огромное спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас нет фотографий каких-то, которые бы вы хотели, чтобы мы сняли и приложили к вашему интервью? Я вам говорила об этом, но... Какие фотографии? Ну, старые фотографии, я не знаю, папы, мамы, ваши. У меня есть фотография мамы, есть... Да есть, конечно. Долго искать? Я не думаю. Кат. Это мама. Кат. Я с мамой, мне здесь, по-моему, 11 лет. Вот это мамина мышпуха, ее братья и сестры. Мама, моя сестра и я. Вот это племянник. Это свадьба в синагоге Ребе Кнобл в Раджис Парк. 1900. Нет, в каком году? 1989.